Что делать в Мурманске, если до Териберки мы не доехали, а северное сияние сегодня нам не светит? Конечно же, гулять по городу, тем более, что здесь есть два места, которые посетить нужно просто обязательно. По мостику и попадаем прям к морвокзалу. Это морской вокзал города Мурманска. Перед ним такой небольшой парк. Наконец-то мы дойдем до моря. Залив Кольский и порт. Вполне себе действующий. Учился в советской школе. В букваре была картинка с ледоколом «Ленин». Вот он. Сейчас, правда, он закрыт для посещения, потому что карантин, моща. Это первый ледокол. В 1956 году его построили. Вот, а сейчас он используется как музей. А рядом стоят очень даже действующие кораблики. Вот этим носом он прирубил лед. А запах такой совсем морской здесь. И перед зданием вокзала небольшой скверик. Здесь такой парусник стоит. И оформленная аллейка. А это вон там видите судоремонтный завод. Чтобы было понятно, вот точные координаты нашего нахождения. Это железнодорожный вокзал. Ну, конечно же, вечером в подсветочке с красной рубиновой звездой. Очень такое внушительное здание. Ну, внутрь, наверное, не попаду. Конечно же, доехали на такси. Теперь идем вон туда. Что он стоит и смотрит в ту сторону, где были немцы, как последний рубеж. А спиной у него город. Но город все равно разбомбили весь. Тут не осталось ни одного дома. Пути заехали к памятнику Ждущей. Ну, Ждущая, понятно. Мурманск — город моряков, военных, ну и рыбаков. Поэтому женщины, конечно же, здесь героини. И они умели ждать. Вот такой небольшой.
Узловецкий, да, наверное, знак? Сейчас много Новотеки, газ, все остальное. Вон, Белокаменка, видите, горит, большая стройка. Ну, военные тоже остались. Военные не здесь, военные в Североморске. База в Североморске. А вот так площадь 5 углов выглядит вечером. Азимут. Приличный общественный транспорт. Площадь. Отель «Меридиан». Вон там рядышком барочки мы живем. Это улица Ленина с подсветочкой. А мы идем на пешеходную улицу. Арбат местный. Тоже горит огоньками. Ледяные скульптуры. Ходят, между прочим, это иностранцы. Здесь у нас ярмарка, забавы и фотозона. Ну, видимо, днем. Она еще и цвет меняет. Кто, масленица, что ли, или кто это? Зелененькая. Так, но ярмарка, конечно, не работает. Пойдем по парку, гуляемся. Народ полно здесь. И собачки лают. Подсветка, ну, на месте фонтанов там. Вон там. То есть такой ледяной фонтан получился. Здесь костер. Ой, точно, это же костер. Это пламя костра и вот полешечки. Что там? Театр. Кукол. Театр кукол. Он днем работал, фоточку присылали мне, между прочим. То есть там куколки были какие-то. Да? Это единственное, самое первое каменное здание города. И оно, собственно говоря, почти единственное осталось после войны. В него попал снаряд. Ну, там были разрушения. А один снаряд попал и просто не разорвался. Поэтому кое-что осталось. Его, конечно, тоже восстанавливали. Если это оно. Это оно? Казался, музей показывал совсем такой небольшой. Маленький? Красненький, да. Ну да, конечно, Ну, это большой. поняла. Ну, или это не оно. То, что я поняла, это было совсем Ну, другое. красиво. Это Сергей Миронович Киров. Ну, отсюда что? Почему это так? А его везде любили почему-то. Почему-то здесь его тема очень звучит. По определенным сведениям, это Мурманский областной дворец культуры. Вот. Вовсе даже не музей. Музей, возможно, мы еще увидим. Вон там крест какой-то деревянный. Памятник скамье Чуму. Вот. То есть это чум, и можно рядышком посидеть. Ой, вообще какая красота на заднем-то фоне. Прям замечательно все. Вот он, памятник треске. Это на волнах? А, не, или это сеть? Мне кажется, сеть. Там внизу сеть, а она сама на волнах. Вот мы ее вот так вот сейчас. И в профиль, и в анфас. Ну, красотулечка. В подсветке выглядит особенно выигрышно. И вот ледяной фонтан. Он прям струится. Ой, что-то его так не видно, по-моему, на видео, но он красивый. Прям струйки такие бегут. Не спадают. Бокалы с шампанским. Ростелеком на заднем фоне. Непонятно, какие-то эти инсталляции световые.
сугробы, горы, горы снега. А это традиционно улица Ленина. Она в таком сталинском стиле. Ее построили всю после войны. Такие массивные дома. Кое-какие дома восстанавливали по старым фотографиям. Но в основном здесь все было построено заново. Иллюминация, она даже не новогодняя. Там, видите, там кораблик. А еще есть улица, там иллюминация в виде якорей. Много всяких кафешек, кофеен. Ну, в принципе, все почищено. Несмотря на утренний снегопад. Перекрестки такие зеленые, массивные. Сталинский ампир. С этой стороны здание-близнец. Вот здесь на иллюминации треска и чайки. Вон, чайки летают, а треска переливается. Ох, и вкусная рыба, я вам скажу. У нас есть, мы купили. Фасады все отреставрированы. Окна в одном стиле. Никакие балкончики не застекленные. Кондиционеры не висят. Вот это стиль, вот это я понимаю. Колонны. И внизу магазинчики. Здесь такая арка. Улица Ленина. Улица Ленина и памятник, соответственно, Ленину. Но они тут все так приодеты в сугробиках, поэтому не всегда сразу опознаются, распознаются. На следующем перекрестке начинаются персиковые дома. Красивые тоже. Город сразу становится таким праздничным. Как и красивые балкончики. Тоже не обезображенные остеклением. Вот и здесь тоже с этой стороны персиковые. А тут желтенькие. На деревьях висят вот такие веселые фонарики. Вот там потом начинается желтый домик. Красивый. И с этой стороны тоже желтый. Какими-то колоннами. И даже гербы разноцветные на заборе. Веселенькие такие. Звезда и треска. Тарелка, что ли? Вот подсветка с якорем и чайками. А напротив вон какой красивый дом. И серп и молот там, и еще чего-то. Ну, прям Банк. красота. Лепнина. Все есть. Все, домой. На дегустацию мурманских сувениров. Отдыхать. Завтра будет новый интересный день.